Они ее перевыпустили. Наконец они ее перевыпустили. Теперь реальные 2 по 20 Вт. Никаких там усилителей. Просто и честно 2 динамика по 20 Вт. Запихали туда, конечно, все, что только можно. Кроме радио. Но вот габариты подросли как и вес. И в стакан для бутылки на велосипеде ее уже не вставить. Но это и правда важно. Tube 250, всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры. Сегодня у меня на одном из них маленький монстр с большими возможностями. Колонка Tronsmart T6+. На канале это третья модель по счету от этой уже довольно известной фирмы. И первая колонка мне понравилась, а вторая совсем нет. В колонке Force Plus был крайне сомнительный усилитель, который должен был превращать 20 Вт в 40 при крайне скромных размерах динамиков по 10 Вт. Но что было, то прошло. А сегодня я максимально сжато расскажу вам, что нового смогли запихать Tronsmart в свою самую популярную колонку и что, по моему мнению, из этого получилось. Но все субъективные мнения в конце. Сейчас 10 фактов о втором поколении самой популярной колонки на Алиэкспрессе Tronsmart T6+. Первое. Коробка не поменялась. Смешанные чувства меня что в прошлые мои распаковки не отпускали, что сейчас. Разумно, просто надежно, но слегка топорно. Хотя, наверное, коробка идеальна, чтобы висеть на стенде в гипермаркете электроники. Как всегда, на коробке есть все данные, цвета не поменялись, как и содержимое. Кабель AUX, колонка, кабель зарядки, документы и гарантийный талон. Чехлов защиты и мешков нет, они продаются за отдельные деньги. Второе. Цена ушла по моим меркам слегка в облака, но не за облака, хотя и близко к ним. За эти деньги уже можно купить много всего. Не на 40 Вт, конечно, но можно. Одна колонка вам обойдется в $75 США, колонка с официальным чехлом на $1 дороже. Крохоборы. Ух, не могли бесплатно отдать или хитро сразу в цену включить этот чехол. Третье. Два цвета, красный и черный, наверное, просится разнообразие. С другой стороны, зачем? Вроде ведь и так покупают. Главное ведь качество. Четвертое. Bluetooth версии 5.0. У меня на открытом пространстве на расстоянии 30 метров от источника конкретно телефона с голубым зубом, также пятой версии, колонка играла просто отлично, без каких-либо обрывов, глюков или прерываний. Подключается к девайсам практически моментально, как только вы ее с ними сопряжете. Пятое. Вес у колонки максимально бодрый, а именно 676 грамм. В диаметре она 85 мм, в высоту 21 см. Вообще она не маленькая. Напоминаю, что ставить в подстаканник для велосипеда, как мы раньше любили вставлять T6, не получится. Забудьте об этом сразу. Шестое. Защита от воды IPX6. И не нужно ее сразу запихивать в ванну или душ. Она просто не боится дождя и брызг. Под прямой струей вы ее погубите. Не забываем подписываться с колокольчиком, кстати, и ссылка на покупку колонки будет, как всегда, в описании к видео. Седьмое. Два аккумулятора по 3300 махов каждый на борту. Они позволяют ей проигрывать музыку в течение 15 часов к ряду. Правда, на 80% громкости. На сотке колонка максимум протянет около 12 часов при проигрывании через Bluetooth. Кстати, колонка также может использоваться как Powerbank, благо USB выход у нее есть. В режиме громкой связи, который я не советую использовать вместе с ней, она живет около 20 часов. Восьмое. Способы подключения: Bluetooth, AUX кабель, проигрывание с флешки и с SD диска. И здесь небольшой момент. Вы должны четко понимать, что никакого дополнительного экрана или кнопок управления у колонки нет. Все довольно просто. Никаких плейлистов или проводника. Что зальете на флешку или диск, то и будет поочередно проигрываться, других вариантов нет. Наличие громкая связь, как я уже говорил, паршивая громкая связь, по моему мнению, поэтому особо распространяться о ней я не стану. Девятое. Из элементов управления наверху располагается колесико громкости с функцией кнопки play и пауза. Далее кнопки пролистывания треков, включение режима True Wireless, кнопка включения трех разных предустановленных режимов эквалайзера, лучше вообще без активации их улучшений, но об этом я потом расскажу. Кнопка M — включение режима проигрывания музыки, кнопка включения-выключения, индикатор режимов работы колонки и под резиновой заглушкой AUX вход под USB флешку или под зарядку девайсов, слот для SD карт и, наконец, Type-C-шный вход для зарядки. Ура! Ее можно заряжать от Type-C. На дне колонки прорезиненные ножки, чтобы ее можно было ставить. Так же, как можно ее класть боком, чтобы она проигрывала вашу музыку. Десятое. Две колонки может образовывать стереопару, но вы и так об этом прекрасно знаете. Колонка поддерживает 3-амперную зарядку при 5 вольтах напряжения. У колонки T6 Plus намного лучше звук, по моему мнению, чем у простой шестой модели. Звук громче, басов больше, средние частоты лучше. Мало того, что можно использовать SD-карту, флешку, так еще и использовать ее как Powerbank можно. Ну, в общем, молодец Tronsmart, что сделал такую колонку, хотя не хватает, наверное, еще FM-радио. Ладно, заряжается она около 4 часов до 100%. Выходная мощность 2 динамика по 20 Вт на 4 Ома сопротивления. Под колесиком в корпусе разместили пассивный
пассивный излучатель. Еще один пассивный излучатель расположен с противоположной стороны колонки. Падений колонка не боится, ну, небольших падений, как вы понимаете. Резюмирую сегодня тем, что колонку я советую. На данный момент конкуренты у нее только колонка T6. У нее есть, конечно же, небольшие косяки. Допустим, при соединении через Bluetooth колонка на минимальной громкости ощутимо фонит. Но для этого нужно прислушиваться, прислонив к ней свое ухо. Она стала намного громче и гораздо мощнее, чем свой младший брат T6. Глубокие низкие частоты без перегрузки на высокой громкости выдает на ура. Но на 100% на некоторых треках колонка начинает захлебываться. Дискотеку на сотню человек при помощи одной такой малышки можно устроить довольно легко. Средние и высокие слегка повышены, с перебором, но вы ведь не для классики ее покупаете. Вокал хорош, а высоких частот маловато. Все эффекты эквалайзера, которых здесь предустановлено аж 3, считаю слегка бесполезными, но это мое мнение. Звук с ними неестественный, с перебором баса. Но при выходе на улицу, улица принимает, как говорится, все. На ней все эти 3D Deep Bass и экстра бас могут вам сильно помочь в том, чтобы завести публику. Колонка начинает играть, по моему мнению, значительно громче. Более подробно, как всегда, расскажу о ней на стриме, хотя самое лучшее звучание колонка выдает не на боку или боковой подставке, а именно в руке. И я уверен, многие именно так и будут это использовать, хотя для некоторых это и хорошо, для большинства будет легкой проблемой. Что еще интересно про эту колонку, спрашивайте в комментариях, пишите в комментариях, на что сделать обзоры. Следующее видео будет 7 краш-тестов Mi Band 4. Если желаете обзор на колонку Mega от Трансмарта, ставьте лайки и делитесь видосом, и я тогда его запилю. Не забываем подписываться с колокольчиком. На канале минимум 3 обзора в неделю и 1 стрим по воскресеньям, на котором стабильно проходят розыгрыши Mi Band 3 и Honor Band 4 Run Edition, а также Mi Band 4 сейчас и еще некоторых наушников когда что. Условия всегда в описании к видео. Девайс сюда или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Спасибо, что смотрите.